Добрый день! Сегодня мы поработаем из положения Half-Guard, и теперь мы рассмотрим варианты работы сверху. Мы с вами работали в прошлый раз снизу, да, мы делали Kimura Sweep с последующими выходами на болячку. В этот раз мы будем работать над обходом ног. И сегодня я вам покажу вот такой вариант. Когда соперник забирает Half-Guard, да, в классическом варианте у нас нога всегда работает вот здесь. Да, соперник контролирует вот ситуацию. Что я должен сделать? В первую очередь мне необходимо сорвать захват. Да, для дальнейшей работы мне он мешает, поэтому я беру отворот, второй рукой беру за запястье и руками тяну от себя, а корпусом тянусь назад и срываю. После того, как я сорвал захват, у меня вот тут есть пространство. Да, когда у него бедро высоко, вы всегда можете под него залезть. Что мы делаем? Мы убираем руку и закидываем бедро себе на плечо. Вот сюда. И обхватываем его рукой. Дальше у нас остается вот эта рука. Чтобы соперник не сделал нам на нее кимуру, мы ее прячем, убираем под второе бедро, полностью заправляем максимально глубоко. Вы забрали здесь, и вторая рука вот у нас пошла. Мы заправляем ее максимально глубоко. Все, вы забираете. Далее ваша голова должна встать на пол. Для этого вы тянете ее вот в эту сторону, вот сюда. И становитесь на пол. Мы работаем здесь, отсюда срываем захват. Раз. Сразу убираем руку, забираем бедро 2. И сразу же уводим вторую руку под второе бедро 3. Далее ставим голову на пол. И зажимаем бедрами его колено. И поднимаемся на носочки. Вот так. Вот моя ситуация. В этой позиции ему очень тяжко будет сомкнуть ноги, так как я с одной стороны держу ногами, а с другой стороны плечом выдавливаю бедро. И делаем следующее. Мы поднялись, теперь свою левую ногу заводим вовнутрь, вот сюда. Цепляем ногу и в одно движение достаем. Толкаемся вперед, забираем голову и смещаемся, входим в положение сайд-контроль. Встаем и отсюда забираем сайд-контроль. На самом деле, вам может показаться, что тут чуть сложноватая техника, и на самом деле там ничего сложного нету, просто если вы пару раз понарабатываете, да, тут достаточно просто все делать. Главное, в одном моменте вам нужно будет следить за своим балансом. Если вы чуть-чуть поспешите, то есть вероятность того, что нижний нас может перевернуть. Я вам сейчас покажу этот момент. Еще раз. Мы начали отсюда. Срываем захват. Раз. Сразу заходим под бедро. Забираем 2. Вторая рука уходит под нижнее бедро. И мы встаем на голову и поднимаемся. Вот, 3. Вот здесь, когда вы начинаете убирать левую ногу под его ногу, если вы корпусом слишком развернетесь, он вот сюда меня потянет и перевернет. Поэтому вы корпусом остаетесь на нем, а ногами работаете. Вы можете на самом деле не подводить ногу. Вы можете подняться, отсюда ее снять и зайти сюда. И зайти, забрать положение, выйти на удержание сбоку. Можно так и так делать. Все зависит от того, какая ситуация складывается в борьбе. Если вы чувствуете, что вы зашли плотно, что ваш захват достаточно хорош, тогда вы можете попытаться сделать, как в первом варианте, подвести бедро под него и аккуратненько, все контролируя, выйти. Если вы чувствуете, что идет такая динамичная схватка, да, и вы понимаете, что ваши захваты там, может быть, и хороши,
но соперник настолько упирается, что вы вот-вот сейчас потеряете, тогда можно постараться сделать, вот как второй вариант, на скорость, не подводя таз, сразу зацепить, поднять ногу и выйти. И такой вариант существует, и так можно работать. Просто тут все конкретно зависит именно от хода схватки. Поэтому, когда вы боретесь, подбирайте, да, как вы сами должны понять, или так сделать. Еще раз. Значит, вот хавгард. Срываем. Раз. Сразу доходим 2. Если он захвата не держал, а вы вот с ним работаете, вот здесь, вы сразу делаете вот. Заходите под бедро. Только очень важно, чтобы его бедро было прямо на плече. Если он поставит его вот так и будет висеть у вас на руке, вы не раскроете его ногу. Достаточно для того, чтобы обойти хавгард. Мне нужно полное раскрытие, а для этого бедро должно быть у меня на плече. Поэтому, когда он вот здесь сидит, вы заходите прям вот сюда. Вот, видите, я его забрасываю к себе на плечо. И, убирая вторую руку, раскрываю. Вот, видите, я раскрыл его плечом. Все, дальше можете вот. Можете так убрать, а можете вот так. И так будет правильно. Убираем ногу. Вот тут главное быстро сделать. Достали ногу и сразу толкаем. Достал и сразу толкаем. И ноги собираем. Еще раз. Ушел. Достал. Сразу. Ноги собрал. Видите, я ноги его отключил. Дальше рука уходит под голову. И мы смещаемся ногами к его голове, забираем сайд-контроль. И отсюда все. Потом в конечном варианте руку достаем и забираем сайд-контроль. Давайте еще раз, заключительный. Начали с классического захвата, да, со стандартной ситуации. Срываем захват. Отсюда можно, есть два пути. Вот такой путь. Или вот такой путь. И так можно. Я работаю вот первым вариантом. Отсюда вот. Сразу. Поднял. Все. Он ноги не закроет. Подцепил. Ушел под него. Ногу вытащил. Ноги собрал. Забрал голову. Ногами сместился. Контроль вышел. Ручка замок. Вот такой вот сегодня был вариант обхода хавгарда. Это не единственный вариант. Мы с вами разберем еще несколько ситуаций. Но это рабочий момент. Если его хорошо почувствуете, то сопернику будет достаточно неприятно. Поэтому пробуем, учимся и надеемся, у вас все будет получаться. Все.